Привет, меня зовут Анна, это мой бьюти-блог «Кудрявый космос», и сегодня я поделюсь с вами своей коллекцией банок для волос. Я расскажу о том, какие стайлинги, какой несмываемый уход у меня есть в наличии, что мне из этого нравится, не нравится почему, и кому вообще может подойти тот или иной гель, мусс или несмываемый кондиционер для волос. Не буду томить, к делу. И первая категория будут гели для волос. Стандартные гели из масс-маркета, например, Syoss, Well Shockwaves. Такие гели лучше всего используются в небольшом количестве, чтобы лучше зафиксировать вашу укладку, например, в непогоду. И я их использую, например, как второй стайлинг, когда делаю укладку. То есть, например, использую сначала что-то менее фиксирующее, и потом сверху чуть-чуть геля сильной фиксации. Гель от Nivea мне нравится меньше, у него есть какая-то способность немножко растягивать волосы или, скажем так, чересчур их увлажнять. Поэтому для мягких волос я точно не рекомендую, а вот эти два геля от L'Oréal и Keone мне вообще не нравятся, они плохо себя ведут в кудрявых укладках. Далее категория гелей с таким увлажняющим финишем, то есть которые дают волосам эффект увлажненных, гладких, напитанных волос, но при этом обладают не очень высокой фиксацией. Наверное, самый любимый на данном этапе гель с таким свойством у меня это гель от Curl Smith. Их Hydra Style Flexi Jelly. Это очень классный продукт, который действительно красиво очерчивает локон и подходит для волос, которые чувствуются наиболее сухими или поврежденными. Сюда же отнесу гель стайлинг от Belita Embau Beauty и Umberto Giannini. Этот стайлинг полностью лишает волос объема, но делает их супер блестящими. У него очень слабая фиксация. Umberto Giannini это довольно универсальный гель, подойдет разным структурам волос, типам волос. У него уже намного лучше фиксация, при этом все еще такой увлажняющий финиш остается. Umberto Giannini классно использует в сочетании с пенками и муссами для того, чтобы придать волосам больше объема, либо лучше подчеркнуть кудрявость. Гель Uvidad Advanced Climate Control это очень классный продукт для высокой влажности. Если на улице лето, жара, высокая влажность, ничего не держит волосы, то этот гель каким-либо образом справляется с удержанием укладки. Следующий гель это абсолютный провал, моя покупка в Испании, но правда он очень красиво выглядит. Экостайл розовый гель для кудрей и волн, и смысл в том, что он совершенно не фиксирует волосы. Очень все плохо, волосы от него пушатся и никак не держатся в укладке. И об этом геле я рассказывала в видео, где говорила о своих самых неудачных покупках, антифаворитах для волос. Если интересно, можете его посмотреть по ссылке, она будет в описании. Гель Innersens и гель Wella Жемчужинка чем-то мне друг друга напоминают. То ли консистенцией, то ли тем результатом, который они дают на волосах. Дело в том, что они оба очень красиво очерчивают кудри, но при этом на волосах остается легкий пушок. И получается такой эффект естественной укладки, при этом волосы чувствуются чуть более сухими, чем обычно. И поэтому их классно использовать, на мой взгляд, тогда, когда волосы переувлажнены, например. Также у меня сейчас есть гель Lakme остатки для кудрей и гель от Belita для креативного стайлинга. Не могу сказать, что они мне как-то очень сильно нравятся. Ничего интересного с волосами не делает, просто дает такую небольшую фиксацию. Мой любимый гель, который я купила в самом начале познания кудрявого метода, это гель от Diva Curl Light Defining гель, это уже вторая банка. Этот гель делает мне идеальные укладки практически всегда. Только, пожалуй, если на улице слишком высокая, либо слишком низкая влажность. То есть, когда волосы ощущаются либо очень сухими, либо перевлажненными, он, конечно, плохо работает, потому что у него слабая фиксация. Но в остальное время это просто потрясающий продукт, который вообще не оставляет ощущения стайлинга на волосах, сохраняет объем, при этом добавляет немножко блеск, улучшает кудрявость волос, активирует кудрю. В общем, это мой любимый стайлинг, и он мне стоит перевернутым вверх. Его там уже, наверное, и нет совсем.
еще один из любимейших мной гелей, гель Bounce Curl. Я его тоже покупала, когда начинала кудрявый метод, когда была очень увлечена тестированием разных банок. И вот до сих пор он остается у меня в фаворитах, точно так же, как и гель от Diva Curl. Два геля от бренда Curls. Этот гель Blueberry Bliss мне раньше очень сильно нравился. Сейчас у меня как-то с ним не всегда выходят хорошие укладки, все чаще больше пушка появляется на волосах. Это гель слабой фиксации с протеинами в составе. В общем-то, он активирует кудрю, но вот может давать пушистость волосам. А это гель от Curls Botanical Gelée. Мне вообще не подошел. Вот, не подошел и все. Ничего мне не делает интересного на волосах. В общем, стоит у меня почти целая банка этого стайлинга. У меня здесь есть еще парочка интересных гелей. Это гель от Curl Smith Curl Defining Soufflé и гель от Ice Curly Free Freeze. Эти два продукта, они такие гели-кремообразные. И они имеют слабую фиксацию, но при этом работают отлично, просто отличным образом на увлажнение волос. Оба, кстати, геля убирают объем с волос, но при этом, если вот у нас сухая зима, топит в помещении, влажность воздуха низкая, все ощущается сухим, в том числе и волосы. Вот эти вот два продукта очень классно спасают в таких условиях, формируя просто такую божественную спираль. Вот, рекомендую. Из интересных стайлингов у меня также сейчас есть мои любимчики. Это пенки Маркел, точнее, это не пенки, это так производитель их назвал. Это тоже крем геля, довольно легкой, даже средней, может быть, фиксации. Мне хватает их фиксации соло. Основной совет при укладке этими продуктами – это не жалеть количество стайлинга. Вот прям брать много, тогда все будет классно. Далее переходим к пенкам для волос. У меня есть несколько пенок. Это мой любимый стайлинг вообще в целом, потому что он дает естественную укладку в большинстве случаев, не утяжеляет волосы и слегка подчеркивает естественную текстуру завитков. Так и ходить дает классный объем, но хуже фиксирует. Curl Rock'n'Roll дает меньше объем, но очень красиво очерчивает кудри. И нанося его на очень мокрые волосы, можно получить вообще супер блестящую укладку. Вот мне очень нравится. Комплимент дает классный объем, очень плохо фиксирует, точно соло не подходит вот, для укладок. А Belita Bao Beauty тоже не очень хорошо фиксирует, но она съедает объем. Эта пенка дает как бы больше увлажнения и блеска волосам. И еще у меня есть пенка Curl Smith и пенка от Mielle. Curl Smith — это мой антифаворит года. Вообще мне не нравится, ничего не делает на волосах о ней. Я рассказывала также видео про антифавориты укладки волос. И пенка Mielle тоже не особо зашла. Она как-то пушит волосы, ничего особенного не делает. Вот, в общем, я ей редко пользуюсь. Иногда с ней делаю рефреш, но тоже получаю довольно пушистый результат. За пенками сразу идут муссы. В общем-то, об этих муссах я очень много рассказывала не в одном своем видео. Ссылки про то, как пользоваться муссами, про обзоры муссов, в общем-то, я оставлю в описании к этому видео, можете подробнее посмотреть. Это моя любимая пенка Wella Shockwave с зеленой надписью, абсолютно универсальный, классный продукт, который никогда меня не подводит. Могу использовать ее соло, могу использовать в паре с каким-либо гелем для улучшения фиксации, но часто просто ее соло использую. Пенка с кератин дает классную объемную укладку с таким небольшим пушком, потому что она просто плохо фиксирует волосы. Вот. Но я такое люблю. Черный тафт для объема вообще не дает объем эта пенка, скорее наоборот дает такой увлажняющий эффект и убирает объем, но при этом дает супер блеск волосам. Еще одна забавная пенка, которая у меня есть, пенка от L'Oréal Professional Curl Expression. Это их серия для кудрей с какой-то очень ядерной отдушкой. Вот. И эта пенка интересна тем, что это не просто пенка, это пенка-крем. Вот это прям вспененный крем, скажем так. Вот. И он дает очень красивую активацию кудрям, но при этом фиксация слабая. Поэтому лучше, конечно, использовать его как подложку
вместе с каким-то гелем, лучше с небольшим количеством геля, и тогда будет супер классный результат. Из жирненьких продуктов, которые моим волосам не подходят, но подойдут каким-то более пористым волосам, афрокудрям, это вот, например, крем от Cantu. Это абсолютный жир. При этом у него очень классная консистенция, хорошо наносится. У него даже небольшая фиксация может быть при желании, скажем так. Вот, но да, очень жирный, что тут возьмешь, и ядерная отдушка. Из жирненьких кремов у меня также есть Grow Gorgeous и Umberto Giannini с бананом. Grow Gorgeous мне нравится иногда использовать зимой. Опять же, в этих кремах нет как таковых фиксирующих компонентов, но они способны склеивать волоски друг с другом, за счет этого может быть фиксация, и вот как бы разделение завитков может сохраняться дольше. Поэтому кремы, такие уверенные кудрявые волосы могут использовать как единственный стайлинг, если любят немножко пушистые укладки, скажем так. Ну и нужно, конечно, понимать, что уложив волосы кремом, ваша укладка на второй день, не будет держаться, да, вы проснетесь, как бы с гнездом немножечко на голове, но тем не менее. Umberto Giannini мне вот как-то не понравился. Это просто как кондиционирующий продукт, и он, кстати, плохо склеивает волоски друг с другом, то есть как один продукт соло я его точно не могу использовать. В общем, тоже жир. И крем от Diva Curl, это стайлинг-крем. Это можно использовать только как несмываемый кондиционер, как подложка под какой-либо гель, например, или пенку, или мусс. Один из моих любимых кремов и несмываемых кондиционеров для кудрявых волос в последнее время это кремы от R&Co. Это продукт на основе силиконов, но это очень классный невесомый крем, который дает такой хороший увлажняющий эффект. Это не жирный продукт, на минуточку. Также у меня есть мои любимые несмываемые кондиционеры. Это кондиционер от Curl Smith. Это тоже довольно увлажняющий продукт, ничего особенного не делают, просто кондиционирует волосы, и он довольно легковесный, если им не переборщить, как и совсем. Абсолютный лидер во все года. Это SIM классический, коричневый. Тоже у меня уже почти закончился. Не знаю, буду ли я вообще новый заказывать, потому что еще много всяких банок, которые нужно использовать. И также мне нравится несмываемый кондиционер от Curls Blueberry Bliss, потому что он дает классную активацию кудрям, он с протеинами. И антиподом классическому SIM является вот этот вот SIM Itchy, Dry and Itchy. Отвратительно несмываемый кондиционер, который, во-первых, странно пахнет какими-то травами. Во-вторых, он пушит волосы и как-то их очень плохо кондиционирует. В общем, не знаю, странный продукт, мне нравится. Левин от SIM с касторовым маслом. Он довольно плотный и при этом немножечко жирнит волосы, поэтому я его тоже не всегда люблю использовать, но, в принципе, если нет выбора, то пользуюсь им. Несмываемый кондиционер от Так и Ходи на основе жирных спиртов хорошо распутывает волосы. Я не то чтобы его фанат, но нормально. Протеиновая подложка от польского бренда Anwen. Я даже не знаю, вот такие штуки, они хорошо подходят, например, низкопористым волосам, которым особо не нужны никакие несмываемые кондиционеры, то есть кремообразные продукты, которые прокондиционировали дополнительно бы их волосы, но при этом им нужно, чтобы у них активировался завиток, да? Вот тогда протеиновые такие несмываемые кондиционеры, или как их там назвать, они могут подойти. Еще у меня есть такой продукт от Belite M. Это несмываемый крем, как они назвали, с легкой фиксацией, но по сути это ни рыба, ни мясо. Он как-то очень плохо кондиционирует волосы и, скажем так, вообще их не фиксирует. Поэтому его можно, опять же, использовать как подложку под стайлинг. Вот если волосам нужно чуть-чуть кондиционирования, можно такой крем взять. Он супер легкий. Вот, точно не переутяжелит волосы. Что у меня осталось? Стандартный набор для выпрямления волос, который я использую. Это несмываемый спрей от Matrix, просто для кондиционирования волос, для немножко термозащиты. Это классный стайлинг от Sacha Huan. Это невесомый такой гель-крем, который просто помогает волосам лучше выпрямляться. Это термозащита от Taft. И это спрей против влажности от Wow. В общем, все эти продукты я использую чаще всего при выпрямлении волос.
Также у меня есть солевой спрей от бренда For Reasons, это финский бренд. Как использовать солевой спрей, я рассказывала в мини-видео, посмотрите, оно у меня есть в шортсах. Спрей для рефреша от L'Oréal. Я о нем рассказывала в видео про антифавориты, опять же. Я им пользуюсь иногда на рефреш, когда мне нужно вот чуть-чуть кончики, например, немножко оживить, вот тогда он работает. В остальных случаях получается у меня что-то очень странное в волосах, если я обильно пользуюсь этим продуктом, и я его не люблю. Также у меня есть несколько масел для волос. Это масло я покупала от бренда Deli Plus, я покупала в Испании, в их... как же называется их магазин? Меркадона. Это масло без силиконов, это чисто смесь масел. И это, конечно, очень жирная штука. Мне оно не понравилось особо. Вот то, что мне нравится, это смесь силиконов с капелькой масла. От Husk, это называется орган, масло органа, но тут от органа, я думаю, одна капля, в основном это силикона. И здесь тоже такой серум на основе силиконов и, опять же, масло органа. Из лаков для волос у меня Syoss Pure. Это такой средней фиксации лак. Опять же, я им довольно редко пользуюсь. Если залезать волосы в прическу, вот могу использовать. Либо если там на какое-то мероприятие иду, мне нужно как-то зафиксировать прядь на одном месте, тоже использую лак. Конечно же, сухой шампунь – это просто спасатель. Вот, особенно если у вас жирная кожа головы, это классно. У меня для темных волос, но мне как раз таки не нравится то, что он для темных волос, потому что он оставляет краску. Вот, и на пальцах, когда ты его массируешь в корне. В общем, наверное, в следующий раз я лучше буду брать стандартный шампунь, пусть лучше белый налет оставляет. Честно говоря, у меня есть еще коробка с какими-то стайлингами, пробниками, но здесь то, что мне не особо нравится, лежит, либо то, что не заслуживает внимания, как-то вот, либо то, что сложно оценить, например, как вот этот вот бондер от Philip Kingsley, который должен как-то там что-то делать с кончиками, но не уверена, что он что-то с ними делает. Вот, поэтому эту коробочку оставлю без внимания. Это был краткий обзор моего стайлинга и несмываемого ухода для кудрявых волос. Если вам нравится такой формат видео, я могу сделать похожий обзор, например, на аксессуары для волос или там, на шампуни, кондиционеры, маски, которыми я пользуюсь и так далее. Может быть, вообще на какие-то другие продукты из бьюти-рутины. Если вам интересно, оставляйте в комментариях свои пожелания, на что бы вы еще хотели посмотреть в моих шкафах. Ну, на сегодня у меня все. Живите долго, будьте кудрявыми. Пока!